Еще раз добрый день. Для тех, кто у нас включился, начинаем встречу, связанную с радостью. Ну, у нас там заявлено конструирование тела, тема. Значит, у нас, когда мы говорим про тело, то обычно человек отождествление себя с телом идет. Кто я? Ну, вот я вот есть тело. Хотя тело — это только часть того, что мы можем назвать мы, да, то есть у нас есть еще душа, разум. И вот к телу мы можем смотреть на него несколько со стороны. Да, то есть, как бы, вот мы в прошлый раз и неоднократно уже убеждали, что можно телом двигать и разум при этом не включать. То есть можно организовать процесс так, что тело само знает, как ему двигаться. Что это такое? Да? То есть это разум тела. Но разум тела, он подразумевает не только как бы вот тело, которое мы в себе, вот как бы из того вещества, которое мы состоим, да, то есть, а на самом деле тот мир, который нас окружает, это тоже как бы продолжение нашего тела. Ну вот возьмем пчелу, да. Пчела, она же не может существовать без цветов. Ну, значит, цветы — это продолжение пчелы, а пчела — это продолжение цветов, да, то есть как бы это все некое единое целое. То же самое окружающий мир, в котором мы находимся, он тоже является продолжением нас самих и отражением как бы наших процессов, которые у нас происходят. Поэтому, если мы хотим все-таки заниматься конструированием тела, то мы не должны не забывать, что вокруг нас это тоже мы. Поэтому, когда мы тему конструктор тела в свое время подняли и выпустили такое изделие, которое так и называлось конструктор тела, то в основном столкнулись с каким вопросом? Основное, что люди хотят, это есть все подряд и не поправляться при этом. Да, не толстеть, скажем так. Слово немножко другое. Вот. Ну, как вот раньше был такой еще в советские времена анекдот, что уже в Советском Союзе у женщин есть только две проблемы. Первая — где взять еды, а вторая — как похудеть. Других, в общем-то, проблем практически не оставалось. Вот. Но вот отождествление себя с телом, оно играет такую, в общем-то, для нас, но не совсем правильную картину мира нам отображает. Потому что раз мы считаем, что мы — это тело, то тогда получается, что локально мы как бы вот только представлены в виде вот этого тела. Но мы же говорим, что у нас есть свет, да, мы можем его даже померить. И свет этот уходит достаточно далеко. И вот через этот свет, который у нас есть, мы связаны с этим миром в единую систему. Причем расстояние тут не играет роли. Да? Вот мы сейчас с вами взаимодействуем, а расстояния для нас, в общем-то говоря, достаточно большие, как-то сильно нас не ограничивают в нашем взаимодействии. Но хотя гораздо приятнее взаимодействовать в одном помещении, там открываются другие возможности взаимодействия. Но тем не менее, мы можем вот организовать взаимодействие на больших расстояниях. Поэтому сначала мы поговорим про разум тела. Да? То есть почему? Почему у нас тело может быть разумным? Ну, мы в прошлый раз демонстрировали такую штуку, которая называется матрица развития. Вот давайте на нее еще раз посмотрим. Вот у нас матрица развития. Да? То есть это только часть как бы вот той матрицы, о которой речь идет. Мы самую первоначальную как бы картинку смотрим. То есть о чем речь идет? Что есть у нас тело, душа и разум, и они могут друг друга обучать. Разум может обучать тело и душу, тело может обучать разум и душу, да, то есть как бы и так далее. Душа может разум и тело. Что в результате этого происходит, когда идет такое взаимодействие тела, разума и души, нарабатывается некий опыт взаимодействия, да, то есть как некое развивается дополнительное качество. Эти качества какие? Да, то есть если у нас разум обучает тело, то у нас появляется разум тела. Да? То есть тело становится разумным, и оно что обеспечивает нам? Возможность выхода из ситуаций, которые могут быть катастрофой. То есть тело знает, что туда лучше не ходить, и поэтому оно не пойдет туда, куда ему не надо. Да? То есть не будет делать то, что не надо.
Что еще у нас с телом связано? Вот здесь у нас есть еще душа тела. Душа тела — это тело будет еще и чувствовать, да, что ему надо делать, и не будет лезть туда, куда не надо. То есть появляется дополнительная экспертность, которую мы можем использовать. Но вот наработка этих качеств каким образом происходит? То есть самому себе очень сложно, например, такой процесс организовать. Это много лет надо потрудиться, постараться, да, то есть. Но есть другой способ, гораздо более простой. Это эксперт-операторное взаимодействие. То есть что мы можем делать? Мы можем организовать взаимодействие не одного человека, да, с самим собой, а, например, двух человек. У каждого есть разум, тело, да, то есть, ну, как бы вот у нас есть, да, вот три ипостаси. Тело, душа и разум, и тело, душа и разум. И они могут начать организовывать взаимодействие друг с другом, когда один эксперт, а другой оператор. Ну, например, там разум, да, то есть оператор что-то придумал, а тело эксперта начинает отображать мысли оператора, да, при этом взаимодействии. Тогда мы нарабатываем вот это качество разум тела. Или эксперт начинает что-то чувствовать, то есть оператор, да, то есть как бы, и, допустим, тоже передает телу эксперта. И тогда эксперт нарабатывает вот это качество душа разума, то есть как некая чувственность, душа тела, как некая чувственность тела дополнительная, которая оно может что-то чувствовать, то, что раньше никогда не могло почувствовать. Поэтому, когда на семинарах организуется взаимодействие эксперт-операторное, то люди начинают получать ощущения, которые они никогда раньше не чувствовали. В других условиях почувствовать вообще не могут. Но в этом как раз основная проблема, что это сложно очень объяснить, почему это нужно и хорошо и нарабатывать, да, то есть и как бы как это можно что-то почувствовать, которое что я никогда не чувствовал, и зачем мне это вообще надо, поэтому вот не самому, когда не пройдя вот некое вот это взаимодействие, очень сложно понять, как это все работает. Но тем не менее мы вот в рамках вот наших вебинаров пытаемся хоть как-то чуть-чуть вот эти качества наработать, да, потому что если я тело, то на самом деле у меня же есть какая-то роль в этом мире. Кто я в этом мире? Да, что я тут делаю? Зачем? Да, то есть мы все время эти роли меняем. То я семьянин, то я ученый, то я еще там, гуляю где-то. Это совсем другая роль. Поэтому вот эти роли мы изменяем и нарабатываем тоже опыт взаимодействия с этим миром. То есть мы можем это делать. Вот. Поэтому есть такой анекдот. Летит самолет, и летчик связывается с землей и говорит: «Земля, земля, я хабибулин, кто я? Земля, земля, я хабибулин, кто я?» Из земли ему отвечают: «Сокол ты, жопа». То есть человек иногда забывает, кто он есть, в какую роль он играет, какую роль он должен играть. Да? То есть поэтому вот обучение эксперт-операторным взаимодействием позволяет нам множество ролей за очень короткое время проходить и нарабатывать различный опыт и развивать в себе различные ипостаси до полной матрицы качеств, которые должны быть у человека. А таких качеств 108, но это как бы вот производная от этих вот всех остальных. Да? Здесь мы видим только 6 наработано, да? Разум, тело, тело, души, душа разума, тело разума, разум тела, разум души и душа тела. Да? То есть, ну, потихонечку мы будем в этом продвигаться, но наиболее эффективно, я думаю, мы будем это делать на серии платных вебинаров, которые вот мы сейчас никак все не запустим, но скоро мы ее запустим. И там будем нарабатывать, для чего эти качества нужны, да? Для того, чтобы можно было быть экспертом и оператором и в этом мире не только что-то воспринимать, но и также еще можно было менять в ту сторону, в которую нам надо. Ну, чтобы мир был более устойчив, чтобы мы в этом мире не попадали в какие-то катастрофы, в неприятные ситуации, а могли заниматься творчеством, светотворчеством и тем самым что-то делать. Да? Поэтому у нас есть инструменты для того, чтобы этим заниматься. Опять же, какие инструменты? Ну, опять об инструментах, которые мы говорили, Бионет, это у нас для членов Бионета, которые присоединились к Бионету. Кто не присоединился, пишите мне в личку или на почту, или это я пришлю ссылочку. Если у вас есть
люди, которые уже присоединены к BioNet, которые вас познакомили с этой системой, тогда лучше к ним обращаться. У них есть своя собственная ссылка, они вам ее дадут, и вы можете присоединиться к BioNet. То есть создать условия для того, чтобы ваше качество вот с Творцом взаимодействия, с миром структур, всемирным биоинтернетом были более прокачаны, чтобы вы могли более эффективно реализовывать сами себя в этих вот взаимодействиях. Значит, поэтому мы можем еще использовать что? Различные светличные структуры. Ну, в частности, сегодня мы будем использовать вот структуру, которая называется чаша радости. Оп. Видно? Да, вот тут значок такой интересный. Это рисунок Ирины Виноградовой, но у нас есть на данный момент два варианта. Есть вот такая карточка, да, то есть это у нас ауронная модель. Здесь еще 108 с другим небольшим, немного дизайном. Сейчас мы ее покажем. Вот такая вот у нас еще чаша радости. Ну, тоже с цветами связано. Вопрос, что за радость? О какой радости мы говорим? Что является чашей радости? В свое время вот в христианстве есть такой образ, называется чаша Грааля. Это чаша Грааля, это что-то такое, что надо, если раздобыть и оттуда чего-нибудь выпить, то омолодишься, и все будет замечательно, оздоровишься, и все будет хорошо. Ну, я как бы не беру историю, не вдаваясь в подробности, как бы, но как бы вот основная задача этой чаши, надо, все ее ищут, не могут найти, где она есть, хотя в некоторых храмах говорят, вот у нас есть чаша, это и есть чаша Грааля. Мы такую видели в одном храме в Испании, даже фильм на эту тему делали. Вот. Но чаша радости делалась для радости. Почему? Для еды, чтобы у нас еда была в радость. Чтобы она нас не огорчала, то, что мы лишние калории съели или чего-то не то. А наоборот, еда нас оздоравливала, делала лучше. И тогда чаша Грааля – это вот то, что есть наше тело. Это оно чаша Грааля. Если она будет жить в радости, это наша чаша, то мы, значит, всегда будем эту радость транслировать в окружающий мир. И мир от этого тоже будет становиться радостным и счастливым. А если этого мы не делаем, а мы транслируем свои грустные мысли насчет того, что мы вот что-то не так у нас с нашим телом, то тем самым мы фактически и получаем вокруг нас где-то что-то не так, потому что вот мы недовольны чем? Недовольны на самом деле своей божественной сутью, ну, потому что кто нас сделал? Кто нас сюда в этот мир привел и нам создал вот эти условия для того, чтобы мы в этом мире могли быть? Ну, Творец, да, то есть как бы если мы недовольны вот чем-то в своем теле, то, естественно, мы недовольны Творцом, но потому что как же так? Кому претензии тогда мы предъявляем? Ну, в Творцу. А кроме благодарности, на самом деле нечего тут предъявить, потому что если что-то не так в нашем теле, то это в первую очередь наша собственная вина. Ну, мы не говорим о врожденных каких-то там вещах, которые по роду там передаются. Это другая тема. Мы к ней еще будем возвращаться. Так вот, чаша радости нам помогает очищать еду от всяких искажений. Потому что это поток, который мы в себя вводим. Да, то есть вот много людей говорят о том, что надо воду структурировать, чтобы вода была чистая, чтобы структура была хорошая. Но в еде это тоже должна быть хорошая структура. Если у нас структура в еде не очень правильная, да, то есть то эту структуру мы в себя и запускаем. Поэтому что мы можем тут помочь? Ну, попробовать вот эти искажения в еде, из ее убрать. Поэтому что мы сейчас попробуем сделать? Давайте мы сейчас сделаем паузу на 1 минуту, даже может быть меньше, и попробуем дойти до кухни и взять какой-нибудь кусочек еды, которая вам доставляет радость. И сюда ее вот перед компьютером положить. Между компьютером, между экраном и вами. Чтобы у вас этот кусочек еды был с вами здесь. Вот я тут уже себе приготовил. Вот кусочек сыра у меня есть. Даже не один, а 2 разных сыра. Потому что сыр я очень люблю. Как все равно та мышь из Чипа и Дейла, которая все забывала, если чувствовала запах сыра.
Вот, поэтому можно что угодно. У кого сыр, у кого шоколадка, у кого там печенька какая-нибудь. Может быть, там тарелочка борща где-то там завалялась или еще что-нибудь такое. Но это то, что вам точно доставляет радость от того, что вы это в себя принимаете. Поэтому давайте мы вот этот кусочек еды какой-нибудь возьмем, потому что он нам сейчас нужен будет в работе дальше. В конструировании. Потом мы с помощью этой еды начнем что-нибудь конструировать. Да? То есть, но опять же, мы не забываем, что мы здесь не просто так сели поговорить, да, то есть, а мы еще одновременно на этом структурном уровне, используя бионет-связи, используя усиление в качестве вот этих наших светлиц, мы можем решить поменять что-то в себе, то есть на структурном уровне, для того, чтобы наша жизнь стала легче, чтобы мы могли одновременно еще порешать. Но не только свои задачи, которые перед нами есть, но еще и задачи, которые стоят вот перед другими людьми, которые здесь собрались, задача, стоящая перед городом, в котором мы живем, перед страной, в которой мы живем, перед землей и так далее. Да? То есть, потому что основной принцип физических структур, что одна и та же структура может отображаться на разных уровнях. Да? То есть, если мы на одном уровне, например, на уровне нашей задачи, мы что-то тут поменяли в этой структуре, сделали условия, чтобы эта структура стала более гармоничной, более эффективной, более упорядоченной, да? То есть, тогда мы эту структуру здесь сформировали, а эта структура может проявиться вот и в жизни других людей, в жизни города, деревни, области, страны, Земли в целом, галактики и так далее. Потому что принцип герметизма, он на этом и основан. Как говорят, что наверху, то и внизу. Если мы что-то внизу можем на прямом структурном уровне поменять, одновременно это отражается на множестве процессов в нашей реальности. И у нас вот эксперты некоторые об этом прописывают, какие еще процессы происходят в реальности, когда вот мы здесь занимаемся на вебинарах. Поэтому не забываем 4 наших принципа, которых мы здесь пытаемся реализовать. Да? То есть поставить задачу, цель. Второе, сформулировать имитационную модель. Третье, начать действовать в рамках этой модели. И четвертое, это знаки. Да? То есть мы начинаем обращать внимание на знаки, которые нам показывают, что все движется туда, куда надо, что все замечательно. И мы, увидев эти знаки, говорим, так, правильно, это хорошо. Да? Ну, как вот когда сотворение мира было. Бог что сделал? Да? Посмотрел и сказал, и это хорошо. Вот это вот обратная связь, по обратной связи, усиление, что вот то, что сделано, это действительно хорошо и правильно. Поэтому мы пытаемся свое тело сейчас будем конструировать. Но для этого же надо задачу поставить, что мы вообще хотим от нашего тела. Да? То есть, но если себя чисто не отождествлять чисто вот с собственным телом, да, то есть как бы, что мы не только тело, что в нас еще что-то есть, что мы это... Тело — это такая куколка, которая вот ходит. Мы такие где-то внутри сидим, эти кукловоды, мы сами же, да? И вот этой куколкой управляем. Скафандр такой, да? То есть как бы, но скафандр, который вот связан со всем миром. И поэтому, если мы видим какие-то недостатки в этом мире, то мы не просто там раздраженно на них начинаем говорить и говорить, как плохо, нехорошо, вот тут все. А мы начинаем пытаться исправить эти недостатки. Да? Мы видели где-то грязь, ну, можем исправить, ну, взяли, почистили. Поэтому в первую очередь посмотрим вокруг себя, в своем доме, что надо грязь убирать не только из тела, да, души и разума, но убирать еще грязь вот та, которая накопилась вокруг нас. Потому что также она влияет на нас самих и оставляет нас след. И этот след, конечно, остается не только там, где мы есть, но мы его транслируем на окружающее пространство, потому что мы ходим, излучаем и можем этот вот след перенести куда-то. Но то же самое про еду. Мы берем еду, пытаемся ее вводить в себя. Но это в ней тоже накоплены какие-то следы, которые оставили другие люди. И мы не знаем, какие следы оставили эти люди в этой еде, которая она прошла через множество рук каких-то, да, то есть что-то где-то вырастили, потом переработали, потом куда-то упаковали, куда-то привезли. И поэтому множество переделов, эта вот еда проходит. Потом мы что-то пытались приготовить, там, ну, вроде бы тепловая обработка. Ну, каких-то микробов мы, может, и убили, но вот какие-то структурные искажения далеко не всегда можно таким способом убрать. Поэтому чаша радости, она предназначена для того, чтобы можно было взять и
убрать эти искажения из еды. Как это делается? Ну, берется тарелочка с едой, да, то есть как бы и ставится вот на структуру. Или вот сейчас, как у нас, можно положить перед экраном, эта структура транслируется на ту еду, которая у нас тут есть, и мы эту еду начинаем вычищать, да? Вычищаем на структурном уровне, убираем те искажения, которые она набрала за вот этот процесс переработки, за те переделы, через которые она прошла. Долго не надо, да, то есть вы когда кушаете, вот тарелочку взяли, под нее положили, буквально несколько секунд, увидели, как вот убираются, начинают эти искажения убираться, еда наполняется таким светом, и как только увидели этот свет, можно это уже кушать, уже все гораздо... Ну, раньше вот люди, когда ничего у них такого не было, мы знаем, такая есть, надо перед едой обязательно помолиться, да, то есть люди говорят, благодарят Бога за то, что Он дал им пищу, и тем самым на самом деле очищают еду. Но сейчас все торопятся, надо быстрее, быстрее, давай, давай, быстренько заглотили что-то и побежали. А организму, да, вот ему надо теперь все это переработать, убрать вот эти искажения самому, превратить это вот в то, что нам надо. Но это расходуется энергия. Естественно, мы какие-то потери начинаем от этой еды получать. Не обязательно это связано, там, что вот еда, кто-то ест там, мясо, кто-то ест растительную пищу, да, то есть как бы вот понятно, что надо как-то вот стараться вводить то, что надо, а то, что не надо, не вводить, но иногда бывает, человек начинает заниматься какой-нибудь там, какими-нибудь диетами, там, сыроедение, там, или просто веганство, или еще что-то такое, то вот, мясо не ем, убеждение такое, что это нехорошо, но зато я теперь такой гордый, я теперь такой вот, я могу теперь других научить и сказать им, как надо жить, как они себя неправильно ведут. И от этого только еще хуже становится. Потому что что проявляется? Ну, другой смертный грех называется гордыня, да, то есть, а если человек ест что-то все подряд и в больших количествах, это называется чревоугодие, тоже смертный грех. То есть видим, что с едой у нас связаны всякие еще смертные грехи. Поэтому важно, чтобы у нас было чувство меры, и мы, если что-то начинаем с этой едой делать, там, садиться на какие-то диеты и прочее, важно, чтобы мы в этот момент не ели других людей. Потому что иногда человек начинает раздражаться, начинает напрягаться, и он начинает вот это свое нехорошее настроение переносить на других людей, и тем самым их объедать энергетически, да, то есть как бы это еще, ну, как бы потом по обратной связи, через, так как мы с миром связаны, все это к человеку возвращается, и он себя тем самым разрушает гораздо сильнее, чем если бы он съел какой-нибудь там, как говорят, кусок мертвых животных. Пусть лучше он съест кусок мертвого растения. То есть растения же не тоже живые. Почему-то считается, что если растения есть лучше, а мясо есть хуже. Да? То есть, как бы, ну, с точки зрения, вот, что это живое, это не живое. Но живые растения, они же чувствуют тоже и боль, и так далее. Поэтому говорить, что мы вот тут вот меньше вмешиваемся в живую природу, а вот тут больше, тут нельзя. Есть множество экспериментов, показывающих, что растения прекрасно все чувствуют. Есть экспериментальные подтверждения, когда датчики присоединяют к растениям, и видно, как они реагируют, даже если есть человек, как эксперимент ставили, датчики на растения ставят, да, то есть измеряют электрическую активность, и, допустим, какой-то человек приходит и обрывает листик у этого растения. И видно, датчик показывает сразу всплеск, реакция растения. И так вот, если этот человек несколько раз делает, то потом, на самом деле, растение реагирует уже на него. Уже даже он ничего не делает, не отрывает никаких листиков, он только подходит к этому растению, и растение уже реагирует, у него появляется всплеск на вот этой кривой, которую рисует самописец. Поэтому говорить, что растение ничего не чувствует, это нельзя. Вся живая природа, она все чувствует. Только что мы не можем оценить это. У нас как бы другие масштабы наших отношений с миром, и мы в эти масштабы не вписываемся, как бы на других частотах работаем. Но это не значит, что надо вот все подряд в себя засовывать. Опять же, надо чувствовать, да, то есть почувствовать, что надо.
Вот поэтому чаша радости, она дает вот такой шанс. Потому что иногда человеку не надо много еды. Почему ему не надо? Потому что ему надо ощутить вкус жизни. Да, то есть он вводит в себя не только какие-то калории, он вводит в себя массу вкусовых ощущений. Да, то есть если он это делает механически, он ничего не чувствует, он заглатывает эту еду. Естественно, организм что? Ему не хватает этих ощущений. Он начинает искать в чем-то другом. Или в еще большем количестве еды надо еще больше туда на себя. Это вот этот голод чувственный на самом деле, который ведет человека и не дает ему вот наслаждаться вот этим миром. Как можно с этим делом улучшить? Да? То есть, опять же, чаша радости, она усиливает вот эти вкусовые ощущения, усиливает возможности получения радости от этой пищи. Если рядом чай, хлеб, чаша радости влияет и на них. Влияет. Ну, даже просто стакан с водой поставьте, и у вас будет влияние тех структур, которыми мы взаимодействуем. Тут у нас, кстати, светлица супер тоже задействована. Но чаша радости тоже сейчас у нас присутствует, и мы давайте будем настраиваться на нее. Как мы будем сейчас на нее настраиваться? Значит, что мы будем сейчас делать? Значит, ну вот мы про разум тела поговорили, но мы на самом деле разум тела, мы вот это эксперимент, занятие у нас было в прошлый раз. Мы о нем не очень-то сказали. Мы, в общем-то, говорили о ментальном конструировании, но на самом деле до ментального конструирования мы, конечно, не добрались. Почему? Ну, потому что у нас для того, чтобы эффективно ментальным конструированием заниматься как оператору, надо наработать вот эти экспертные качества, возможности взаимодействия с миром, да, то есть через вот другие постасные открытия в себе. Поэтому в прошлый раз, в общем-то говоря, что делали, да, то есть мы передавали движение, да, то есть движение от одного человека к другому человеку. То есть человек один двигался, да, то есть он был экспертом и оператором, а другой человек, как бы там по цепочке следующий был, он тоже двигался, да, то есть мы передавали движение тела, да, но мы его откуда брали? Ну, мы брали в это движение, задавали разумом оператора. Ну, как бы мы тут задачи поставили, сформулировали эти задачи, да, то есть как бы на уровне разума ментальной конструкции. Дальше пробовали двигаться телом для того, чтобы почувствовать, чтобы тело у нас могло проявить вот эту разумность в своих движениях. То есть мы его как бы вот таким образом нарабатывали. Поэтому вот эти все качества нарабатываются, когда есть возможность взаимодействовать не одному человеку, а одному, двум, трем и так далее. То есть, как бы, чтобы обязательно были эксперты и операторы. Тогда есть возможность, с одной стороны, нарабатывать эти качества, с другой стороны, обмениваться качеством, потому что уже за годы, многие годы, много качеств наработано. И когда на семинарах создается вот такая специальная световая среда, то можно просто транслировать эти качества от одного человека к другому. И человек вдруг начинает делать то, что он никогда не делал. Но это когда проявляется? Ну, когда ему надо, когда у него потребность появляется в этом. Ну, надо рисовать. Ну, он захотел и начал рисовать. И рисовать так, как никогда не рисовал. Потому что другой человек, он умеет рисовать, и он ему эти качества передаст, например. Там кто-то стихи пишет, кто-то еще что-то. А просто, может быть, даже свое собственное дело ты начинаешь делать гораздо более интересно и эффективно, чем ты мог это делать раньше. Но я надеюсь, что нам удастся еще повзаимодействовать очно на семинарах, когда у нас тут границы пооткрываются, и мы начнем их ездить по разным городам и встречаться с вами воочию, проводить вот такие вот совместные мероприятия. Там можно кое-что почувствовать, то, что невозможно почувствовать вот в ограниченных условиях нашего взаимодействия. Но опять же не забываем, что мы здесь не просто сидим, да, решаем свои собственные задачи, а мы еще создаем какие-то новые структуры. Почему? Ну, потому что когда эксперт-операторное взаимодействие организуется, это создание чего-то нового. Того, чего еще не было в нашей жизни. Так, вопросов, если больше нет, то можем начать пробовать. Да? То есть, но пробовать мы сейчас будем другое. Мы будем сейчас делать душу тела. Да? То есть, что у нас является душой? Какая у нее задача? У нее задача чувствовать, да, то есть, как бы, чувство передавать. Одна душа чувствует, передает это другому человеку, ну, кому? Телу. А тело
Что у нас, так как оно вещественное у нас тело, то мы можем совместить, да, то есть вещественные ощущения, а у нас есть органы чувств, и мы эти ощущения вещественные будем переводить, транслировать от одного к другому. Значит, сейчас кто у нас будет участвовать в этом мероприятии? Тогда включайте мониторы свои, чтобы мы видели друг друга, да, то есть и будем передавать. Будем передавать. Полный список экспертно-операторных взаимодействий. Полный список слишком большой, и он как бы тут их нету, его такого списка, потому что это творческие процессы, всегда он не ограничен по величине. Значит, давайте так мы сделаем, что у нас мы опять на пары разобьемся сейчас. И вы будете видеть друг друга, кто у нас там есть, потому что нам важно, потому что даже если вы там вас двое, но вы здесь не друг другу будете транслировать, вы будете все-таки транслировать другому человеку через вот нашу сеть. Значит, опять же, мы здесь, вот если у нас там два человека сидят, то один тогда у нас будет участвовать, а второй будет пока просто наблюдателем. Ну, хотя он может тоже участвовать, но только как эксперт тогда будет. Да? То есть у нас будет сейчас опять один человек оператором, другой будет экспертом. Так, Влада у нас есть. Так, раз, два. Ну, давайте я буду называть, а потом мы сформируем. Значит, у нас вот есть Раиса и Даша Карандашова. Вы видите друг друга, да? Вот тогда у вас вот есть пара. Сначала у нас будет Раиса оператором, а Даша экспертом, а потом мы будем меняться. То есть Владимир Востриков, да, то есть и у нас есть Елена Винки, да, вот, пожалуйста, у нас вторая пара. Владимир будет сначала оператором, Елена экспертом, потом будем меняться. Алексей Бобин у нас есть, да, то есть у нас, и у нас есть Людмила. Так, правда, плохо видно Людмилу. Освещение слабовато. Надо, чтобы как-то на лицо падало. Так, ну ладно, я думаю, что будем передать. Тогда у нас Алексей Бобин и Людмила будут у нас следующей парой. Так, вот Андрей, давайте, и у нас Алла. Андрейко и Алла Верой. У нас другая пара, да? То есть кого первого называют, это у нас сначала оператор, а потом будет эксперт. Так, опять же, какое условие у нас? У операторов должна быть вот эта какая-то еда небольшая. Кусочек маленький. Нам совсем маленький кусочек надо. Нам не надо много. Что мы будем делать? Пока не делать, я пока объясню. Значит, сначала мы настраиваем связь, да, то есть, так, подождите, так, Карина у нас все-таки мы... Давайте, это Карина и Влада будут у нас, да, то есть, как бы вот. Карина и Влада, у нас другая пара будет. Значит, что делает оператор? Оператор сначала налаживает связь со своим экспертом, да, то есть, как бы визуальную связь. Что делаем сначала? Настраиваемся. Сначала давайте вот мы как бы посмотрим друг другу в глаза и попробуем почувствовать, да, вот есть другой человек. И почувствовать вот эту вот связь, да, то есть как бы вот тело того человека и мое тело, да, то есть как бы они образуют связь световую. Я начинаю чувствовать этого человека как часть себя. Ощущаю, да, то есть как бы вот какие-то у меня возникают ощущения. Я начинаю их слушать. Что возникает во мне, когда я начинаю вот взаимодействовать с этим человеком. Настроились, да, то есть как бы. Потом оператор что берет? Берет кусочек вот этой еды, кладет себе в рот и начинает смаковать. Не глотать сразу, проглатывать, да, начинает смаковать. Он начинает ее разжевывать потихонечку, аккуратненько, да, и сам слушает вот эти ощущения. И вот эти ощущения, которые у него там появляются, он опять же передает эксперту. А эксперт пытается ощутить вот это, что чувствует оператор. И начинается вот эта вот игра эксперт-оператор, когда мы начинаем через вот эту вкусовую связь, да, то есть создавать вот это единое целое, как некую общую структуру. Понятно, да? Есть вопросы?
Если нет вопросов, давайте мы потихонечку Уже начали. музыку да, начинаем настраиваться сначала. Настроились. Вот. А потом, значит, кто у нас вне экрана, может настроиться на кого угодно и пытаться понять, что там происходит у нас на вкус. Пытаемся задействовать все рецепторы, да, которые у нас во рту есть, потому что есть какие-то рецепторы на кончике языка, есть где-то там в глубине, поэтому тщательно разжевываем, пережевываем. Вот я кусочек сыра тут положил. И пытаемся услышать. Да? То есть, ну, просто это может быть даже не во рту, где-то вообще откликаться может в любой части тела на самом деле. Да? То есть совсем другие ощущения могут возникать. Это же не значит, что у нас абсолютно аналоговая связь. Да? То есть у нас есть как бы структурная связь, может быть, какая-то. Где-то в теле что-то начинает отзываться. И начинаем передавать. Вкус жизни. Потому что у нас жизнь, она создает нам вот эти вот радостные ощущения. Мы начинаем понимать, что вот это в еде самое главное, вот это и есть это главное. То есть не калории, которые мы принимаем, а вот это вот ощущение внутреннего радостного состояния от того, что мы можем пользоваться, что мы можем вкушать эту жизнь, что мы можем ее в себя принимать и наслаждаться через разные вот системы и органы чувств. И даже внутри себя ощущать вот эту радость от взаимодействия. Попробовали, да? Сергей, а можно вопрос? Да. Дело в том, что я положила кекс, ну, сладкое все. А теперь у меня во рту то кислое, то горькое. Я уже стала чувствовать других людей, или как не... Ну, замечательно. Хорошо. Это синтез уже. Мы же не говорим, что обязательно одно ощущение должно быть. Чем больше всяких ощущений, тем более многообразная картина, более многомерная у нас возникает. Да? Тем более сложную структуру мы можем здесь синтезировать вот в наших вот этих взаимодействиях. Все, а то смешно. Сладко ешь, а там все горькое, Да. соленое. Поэтому я же говорю, не только во рту может быть. Оно может откликаться где угодно. Может быть, где-то есть какая-то вот зона, которой надо вот вкус этот ощутить. И от того, что она вкус жизни не ощущает, там вот что-то вот не так складывается в нашем теле. Вот, если его дать, этот вкус, поэтому задача вот этой чаши радости, это как бы конструирование тела на уровне вот этих вот радостных состояний и ощущений жизни. Теперь меняемся, да, то есть что делаем? Теперь у нас кто был никем, тот станет всем. Значит, теперь у нас те, кто были эксперты, они становятся операторами, и они чего-нибудь к себе кладут. Ну, связь не теряем, и пытаемся вот эту вот связь использовать дальше, в обратную сторону теперь. Да? Пошел поток ощущений. Хотя он и туда, и обратно. Там его нельзя сказать, что он только в одну сторону. Здесь мы, когда говорим, что эксперт-операторное взаимодействие, это двусторонняя связь. Она не может быть только туда. Поэтому мы передаем только то, что хотим, чтобы было другому человеку от этого хорошо. Потому что если это не делать, а передавать только то, что может быть хуже человеку, нам по обратной связи все равно вернется. Поэтому это такая техника безопасности. Обязательно транслируем только все замечательное, хорошее, великолепное, чудесное и так далее. Передали. Ну, так как бы с чувством, с толком, опять же, разжевываем. Сами, в первую очередь, пытаемся проникнуть вот в эти вкусовые ощущения. Оператор должен в себе создать вот эту радость. Да, то есть, как бы, ему что передать? Нам передать вот этот кусочек своей жизни надо. Кусочек жизни эксперту. И этот эксперт тогда, получив вот этот кусочек жизни, эта жизнь ему передастся как новое качество этой жизни, как новая краска, как новое полотно этой жизни. И он может это же, ему где-то это как поддержка определенная. Поэтому не забывайте, что вы, когда что-то кушаете, вы должны у себя вот эту радость ощущать. Потому что это идет вокруг. И тогда еды надо гораздо меньше на самом деле. То есть зачем столько еды? Важно же вот проникнуться ощущениями счастья, частью мира, да, то есть как бы есть часть мира, я в себя ввел вот кусочек этого мира, и его вот ощущаю, вот эту часть мира. Мир дал, слава Богу, как
хорошо, что есть возможность вот так вот раз и что-то такое радостное в себя ввести. И от этого радость передать другим. Ну вот, попробовали, да? Ну давайте поделимся впечатлениями. У всех получилось как бы ощущения какие-то вот поймать? Или у кого-то не получилось? Если у кого-то не получилось, ну давайте скажите, что не получилось. Можно сказать? Да, Ой, говорите. я Иру прочувствовала просто сразу. У меня такая волна радости, такая улыбка просто. Я знаю, что Ира вообще кайфушница, и что передает всегда хорошо. Ну, реально очень быстро и очень. Я тоже почувствовала сразу. Ну, во-первых, я Ольгу почувствовала еще во время, когда все началось. Вот. Потом уже, когда Сергей все это транслировал через себя, я это все чувствовала. У меня гармония восстановилась. Я была сегодня очень гармонична. Вот. И когда Ольга кушала, у меня вообще это такой спектр был эмоций внутри. Вот эти соки жизни, которые она кушала, я все это через ее тело, у меня вот эти соки свежести, жизни, вкусы такие были смешанные тоже, да, но все плясало, язычок такой вот был, как, знаете, немножко током, что ли, его пронизывало, чесаться все начало, вот эти вибрации я почувствовала, и по желудочно-кишечному тракту вот эти вот прямо соки тоненькие такие вот струйки, я все это ощущала, это так круто, спасибо большое. На здоровье. Ну вот у нас, видите, чаша радости, она как усилитель еще позволяет вот как бы вот транслировать такие вот интересные ощущения. Так, ну что ж, спасибо. Вот Сеника тут написала, что она поняла, что почему она курит, зачем ей это не надо. Вот. Вот это опять же заменители. Человек иногда вот ему что-то не хватает, он начинает вот там курить, пить, какие-то наркотики. Вот из-за чего? Потому что потребность не хватает ему вот тех состояний, которые он мог бы получать. И поэтому вот надо нарабатывать в себе совершенно другие качества. Хорошо. Ну, значит, это мы сейчас вот попробовали как бы в настоящем, да, то есть у нас настоящая еда. Почему? Ну, во-первых, она обязательно условие у нас было, что это та еда, которая доставляет вам радость. Да, то есть, как бы, поэтому делились вот этой радостью друг с другом фактически через вот эти вот ощущения. Но ведь мы предполагаем, что дальше мы будем жить еще лучше, еще веселее. Вот наступит какое-то там светлое будущее, а там, может быть, еще какая-то еда будет, да, то есть еще интереснее. Может быть, и такая же, да, то есть, ну, может быть, такая еда, что мы обязательно хотим, чтобы эта еда оказалась и в будущем. Да, то есть у нас там такая тема заявлена, подтема «Пища будущего». Вот. Но, может быть, что-то есть там в будущем того, чего мы еще никогда не пробовали. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое из будущего попробовать. То есть теперь, значит, что мы делаем? Представляем. Теперь уже чисто на представление. Да? То есть представим, что перед вами стол, заставленный всякой едой. Может быть, не заставленный, просто там что-то одно стоит, да, допустим, бокал марсианского вина, например, какой-нибудь, или еще что-нибудь такое. Вот, и вы эту еду, вот, или питье там, или еще что-то, да, вы начинаете пробовать. Вы подходите к этому столу, да, то есть вы ощущаете запах, да, то есть необычный запах, такого вы никогда запаха еще не чувствовали, да, то есть вы вид, просто изумительная еда, она прекрасно выглядит. То есть, может быть, она какая-то абстрактная, может быть, еще что-то, но это вот что-то необыкновенно прекрасное, потому что оно отражает прямо вот это будущее светлое, к которому мы хотим. Да, то есть еще мы попробуем теперь взять эту порцию этой еды и начать ее вкушать. Мы начинаем ее смаковать, ощущать вот этот вот необычный вкус будущего. Это будущая еда, которая свободна от этих искажений. Да? Она несет в себе
какой-то синтез вот множества качеств, которые в этом будущем будут представлены, потому что она прошла тоже много людей, но эти люди как раз пытались внести свою душу, они вложили вот этот кусочек своей души в эту еду, и вы ощущаете вот это душевное тепло, ощущаете вот эту радость, которую люди вам через эту еду передают. И мы вводим ее эту в себя, эту еду, вот эту вот необыкновенную еду будущего. Пробуем, слушаем, ощущаем, как она входит в нас, свет этой еды, да, то есть как она нас наполняет, как у нас внутри возникает вот это вот ощущение полета, ощущение вдохновения. И мы этот свет вот этого будущего тоже начинаем вокруг себя потихонечку, от нас он начинает расходиться, как такая плазма, да, то есть она начинает вокруг нас растекаться, и мы такими начинаем быть трансляторами будущего в настоящее. Из будущего в настоящее мы переводим вот этот вот свет, который нас дальше в это будущее же будет вести. Поэтому попробовали. Давайте еще какую-нибудь еду попробуем. Не ограничиваемся одним каким-то вот. У нас на столе будет все, что угодно может быть, да, то есть как бы, давайте еще попробуем что-нибудь такое необычное. Попробуем себе представить, да, то есть можно даже глаза закрыть и представить, как мы вот эту еду берем, опять же вдыхаем запах, видим, какая она прекрасная, и ощущаем вот этот вот, я же говорю, душевный свет множества людей, которые причастны к этой еде. И вот это будущее, в котором есть такая еда, оно начинает проявляться в нашей жизни. Оно начинает упорядочивать нашу жизнь, создавать условия для того, чтобы это будущее уже начало проявляться сейчас. А с этой едой идут какие-то качества, которые передают люди. Они это набрали, этих качеств там в этом будущем, да, то есть тех, которых еще нет. Но они нам могут пригодиться, да. Давайте мы вот эти качества через эту еду тоже в себя введем. И поэтому вот наша душа-тело начинает расширяться и наполняться, да, то есть мы начинаем, ощущение становится все глубже и глубже, и мы, наконец, начинаем ощущать не только как бы локально вот эту еду, да, а ее связь с этим миром, как она в этом мире может проявиться в нашем, вокруг нас, как мы начинаем эту еду предлагать другим. И через эту еду налаживаем новые отношения, получаем новое состояние. Большие состояния получаем. Замечательные. Да. Вот Сергей говорит, сразу пищу богов. Правильно. То будущее, которое есть, это по отношению к нам, это боги. Они всемогущие, да, потому что они уже много чего могут. Того, чего не можем, допустим, мы. И мы вот эту пищу богов в себя вводим, мы тоже становимся богами, да, то есть потихонечку начинаем вот это божественное начало свое проявлять и вспоминать, на самом деле, кто же мы тут в этом мире, чего нас сюда занесло, чего нам тут надо сделать так, чтобы наша жизнь была полноценная и радостная. И с этой точки зрения мы здесь одновременно сейчас и эксперты, и операторы, потому что мы как эксперты пытаемся ощутить вот эти состояния в себе, ввести их в себя, да, то есть как бы понять, как они у нас откликаются, где нам... Может, это какая-то целебная еда, да, то есть у нас чего-то там где-то сейчас со здоровьем, мы сейчас эту еду раз в себя и исцелились. И теперь у нас стали целостными. И целостными не только с настоящим, но и с прошлым, и с будущим. У нас появляется связь через еду, через ощущение вкуса жизни. Давайте потихонечку возвращаемся в настоящее со своими новыми настоящими качествами, новыми состояниями. Сергей, а вот В вашей радости очень интересно ходить в магазин. Когда вы идете в вашей радости, то вы начинаете не просто как бы вот выбирать какую-то пищу. Потому что говорят, что вот в супермаркетах всего только 2 товара продается. Это мешки для мусора и мусор для мешков. Поэтому вот если вы хотите
выбрать какого-то мусора для мешков, да, чтобы это не чистый мусор был, а как бы вот, чтобы он еще вам радость доставил, этот мусор, прежде чем вы его потом будете выбрасывать в этих мешках, то для этого вот хорошо использовать вот эту структуру. То есть вы идете в магазин и начинаете слушать, какая еда самая для вас подходящая, да, то есть где вы можете вот минимальными какими-то вот потерями взять себе. Это не обязательно будет обязательно дорогая еда, то есть это не факт. То есть потому что вопрос же опять через какие руки прошла эта еда. Она даже дорогая еда может пройти через какие-то не очень хорошие руки, и вам это качество совершенно не нужно в себе брать. И вы слушаете, начинаете искать вот ту еду, которая вам. Бывает, правда, прошелся так по магазину и ничего не выбрал. Вот. Можно вопрос? Чем эта структура отличается от биоянтры? Ну, это совершенно разная задача. Биоянтра – это задача избавления от паразитизма в своей жизни. И не только от того, который внешнее, но и от внутреннего. Я имею в виду, чтобы вы сами тоже не выступали в роли паразитов. Вот. А здесь другая, здесь как бы чисто энергетическая, как бы еда, проходящая множество рук, она набирает какую-то энергетику, да, то есть как бы вот опять же, каждый складывает частичку своей души туда, так или иначе. Ну, в каком состоянии в этот момент был? Может быть, у него что-то там горе какое-то, а он тут сидит и вот делает вам эту еду. Или у него в этот момент, наоборот, было очень хорошее настроение, и действительно вы чувствуете, о, вот оно как раз то, что надо, я сейчас это возьму и буду. Поэтому и говорят, что лучше всего выращивать самому и самому готовить. Но в нашей жизни, к сожалению, это невозможно, да, то есть как бы мы все не можем вырастить для себя и все сами приготовить, поэтому приходится по-разному. Но лучше туда все-таки для минимизации вот этих вот всех потерь лучше всего, конечно, стараться убирать из своей жизни какие-то вот сильно чреватые и неправильные продукты, да, то есть ну, различный фастфуд и так далее. А что фастфуд? Чем он плох? Не тем, что там какая-то еда совсем плохая, а в том, что, опять же, это фабрика, это как бы там как бы ну, душевности все меньше и меньше. Вот. Поэтому оно прошло через какие-то передел, а вот живого там остается мало. Вот. Поэтому готовить, делать так, чтобы эта жизнь стала побольше. Вот. То есть, ну вот, на самом деле, вот такие упражнения, когда вы можете вот что-то пробовать есть. И то есть, здесь важно попробовать изменить отношение к еде, да, то есть, как бы, когда вы кушаете, то вы понимаете, что вы не просто какую-то пищу едите, чтобы вот калорий каких-то набрать еды, да, то есть насытиться, а вы еще набираете в себе вот эту радость жизни, потому что надо ее все-таки ощущать. Когда вы начнете это смаковать и есть, вы, во-первых, увидите, что вам еды надо гораздо меньше для того, чтобы... А ощущений гораздо больше вы будете получать. Поэтому начните попробовать просто пополам делите вот то, что вы обычно съедаете, но времени потратить на эту еду в 2 раза больше. Ну, как бы вот, чтобы это было методично и успели вы вот это прочувствовать. Но если у вас там структуры чаши радости не будет, ну, хотя бы с другой какой-нибудь светличной структурой. Ну, тут у нас Сергей написал, поставила подсолнечным маслом час, а потом убрал светлицу, то дальше в течение недели этот продукт будет очищен или нужно опять ставить светлицу под нее. Здесь опять вопрос, сколько, мы не знаем, в какой среде потом это стоит. То есть она может стоять и опять набирать это не очень правильно. То есть, может быть, и хватит этого времени, а может быть, нет. Да? То есть мы не можем однозначно сказать, что вот час постояло, и все, теперь неделю будет все хорошо. Опять же, я говорю, вот со светлицами такая история, когда спрашивают, сколько потом действие светлицы сохраняется. Вот пример такой. Сколько будут у вас чистые руки после того, как вы их помыли? То же самое. Пока не испачкаете. Также и со всеми остальными вещами. Пока опять не загрязнится какой-то внешней энергетикой, будет чисто. Если совместить чашу радости и светлицу, золотое яблоко вместе, подкладывать по все продукты, то будет омоложение организма, или все-таки нужно разделить? Нет, можно вместе использовать. Мы не говорим, что светлицы надо обязательно по отдельности. Вы можете друг друга усиливать эти качества с одной светлицы и другой.
Поэтому, если у вас есть золотое яблоко, то вы ее используете как усилитель такой, вводите себе вот это вот новое время. Но здесь все-таки золотое яблоко, у него есть еще скрытый потенциал, что вы можете настраиваться на какие-то структуры, которые вне нашей реальности находятся, и их притягивать к себе для того, чтобы использовать для там, исцеления, для омоложения, для регенерации там, и так далее, для других качеств. То есть надо информацией делиться, потому что люди, хотя и по-разному относятся к этой информации, но если им потихонечку им давать эту информацию, они тоже для себя могут какую-то пользу привлечь, и дальше это пойдет по миру более широко. Но мы сейчас готовим изменения в систему Бионет, чтобы можно было, вот у нас там одну структуру Бионет мы пока присоединяем, да, через аккаунт. Вот, мы сделаем, чтобы можно было выбирать разные структуры на вот этих вот у нас там уже втором, на третьем уровне и присоединять к себе разные структуры на тот срок, который вы хотите. То есть это так называемые будут электронные изделия, и будут там и бессрочные, то есть можно будет без ограничения срока какие-то. Мы в следующий раз попробуем, может быть, еще что-нибудь сделать, да, то есть там какие-нибудь уже заранее какие-то компоненты взять и синтез такой, как бы не просто у нас какая-то одна, да, то есть как бы разные варианты соединить и вот через эти вкусовые ощущения сделать такую синтезную работу для того, чтобы можно было что-то такое глобальное сконструировать. А обратите внимание, да, люди пиры делали раньше, то есть собирается куча народа, едят, пьют, да, то есть почему, вот можешь было где-то самому также пойти где-то сесть там и что-то сживать в комнате у себя. Нет, вот как бы народ приходит, и вот на этих пирах что опять же происходит? Опять же обмен качествами, потому что есть еда, которая, допустим, все в себя вводят, и эта еда начинается быть таким точкой сборки, да, то есть как бы через нее как бы да, дополнительная связь образуется между людьми. Но люди это чувствуют, вот, говорят, что посидел, погуляли и обменялись качествами, да, собрались вместе, красные девицы, добрые молодцы, попировали и обменялись качествами, да, то есть как бы молодцы стали красными, а девицы стали добрыми. Давайте обмениваться качествами вокруг, ну, по своей жизни, то есть транслировать их через разные на самом деле можно вещи, то есть в частности вот через еду. Да, а то сейчас на свете нас всех разделили, каждый пытается питаться самостоятельно у себя дома. Вот, поэтому хотя бы вот так можно виртуально наладить творческий процесс обмена едой. Поэтому мы тоже сегодня что-то уже будем готовить. У нас день рождения продолжается. Спасибо всем, кто меня поздравил с днем рождения. Очень рад, было очень приятно столько хороших слов о себе узнать. Даже что-то новенькое узнал, чего еще никогда и не знал. Поэтому вот большая вам благодарность. Чувствуется поддержка, как бы, вот и сетевая поддержка от этого ощущается. Давайте у нас единственное, что вот мы в Бионете там зарегистрировались, проверьте свои данные, зайдите вот в свой личный кабинет и посмотрите, все ли там правильно. Почему? Потому что если есть какие-то неправильности, ну, это уменьшение связности, да, то есть как бы надо проверить, чтобы все было хорошо. Все было там правильно, дата рождения правильно, то есть там почта, если электронная, и фамилия, имя, отчество правильно написаны, с одной стороны. А с другой стороны, мы, может быть, наладим обратную связь, потому что будем знать, у кого какие дни рождения. Если они у нас будут совпадать с нашими вебинарами, будем еще тут вот делать такие праздники души, творческие подарки дарить и так далее. То есть у нас один раз совпало с Владимиром Осиком, мы прозевали это дело и вовремя его не поздравили.